Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. И это гороскоп на неделю с 6 по 12 июля 2026 года. Да, друзья, присаживайтесь поудобнее. Будем планировать эту очень активную неделю, в которой у нас из основных событий это Солнце в Раке в квадратуре с Сатурном. Аспект требует от нас ответственности, взрослых принятий решений, решать свои дела, связанные с профессионализмом, с карьерой, с работой, дела, связанные с недвижимостью, в том числе быть максимально честными, бодрыми и активными, потому что не забываем, что Сатурн у нас идет по знаку Овен, а Марса на этой неделе будет, ой, предостаточно. А, Помним, что у нас с вами на небе Марс в соединении с Ураном, а это аспект вообще не про ответственность, еще все это соединение находится в квадратурах на кармические узлы. Марс с Ураном в соединении находится в знаке Близнецы, когда хочется, наоборот, легкости, ни за что не отвечать, захочется уехать туда, все в своей жизни резко поменять планы, ни за что не отвечать, быть где-то даже чуточку безответственными, захочется резко разорвать отношения, поэтому здесь будьте аккуратны всю неделю, эта тенденция тоже будет. С 10 июля Венера у нас переходит из таких ярких эмоций знака Льва в знак Девы, когда нам уже захочется не тусовок, поездок, там каких-то мероприятий, нас захочется четко, честно, понятно планировать, хочется понимать, что же у нас будет далее с нашими финансами, либо же с отношениями. И да, из напряженного Венера будет всю неделю в квадратуре с Марсом, который находится в соединении с Ураном. А это захочется рвать отношения, захочется безответственности, ни за что не решать, захочется тратить, гулять, тусоваться, но ни в коем случае не приземляться. Помним, что все-таки Солнце в квадратуре с Сатурном – это про приземление, Венера в Деве, и это тоже своего доля приземления наших финансов из аспектов, которые будут нас двигать. 7 июля у нас уходит в ретроградное движение Нептун, планета, которая отвечает за эмоции, и эмоции на этой неделе будут бурными, потому что Нептун будет в знаке Овен уходить в ретроградное движение, плюс при всем при этом в гармоничном аспекте с Ураном, с Марсом, с Плутоном и Юпитером, и даже с ретроградным Меркурием. Поэтому постарайтесь разобраться на этой неделе в своих эмоциях, хоть и не получится это сделать очень быстро, но, по крайней мере, понимать, для чего мы что-то делаем. Здесь, конечно же, нотка своего приземления в том числе. Из важного в конце недели становится в точную оппозицию Юпитер с Плутоном, аспект власти, мощности, аспект лидерских позиций, больших денег, большой, огромной репутации, очень сильных трансформаций ради своей репутации. Эффект может быть разный. Поэтому здесь прекрасно таки понимаете, какого вы полета птицы. И с 12 по 28 июля этот аспект будет точным. Сейчас мы только к нему идем. И все те события, которые есть сейчас у нас в нашей жизни, это лишь только такое маленькое начало будущих событий. И да, ретроградный Меркурий у нас активен, он идет по знаку Рак, в гармоничном аспекте буквально начинает эту неделю совершенно с Луной. И да, ретроградный Меркурий будет у нас с вами по 23 июля этого года. В начале этой недели он еще в соединении с Юпитером. Это очень хороший такой момент подумать о себе, масштабе своей личности, жизни, работы, карьеры, личной жизни, чего же мы хотим в семейных отношениях, потому что Меркурий у нас в этом году, в это лето идет по знаку Рак, а это когда нужно копаться в своих привычках, в своих семейных отношениях, ценностях, переживаниях, эмоциональном интеллекте, как мы привыкли жить по наитию, почему вот
в семье все были экономистами, и я тоже стал или стала экономистом. И что же мне теперь с этим делать? А мне, возможно, это не нравится. Мне хочется что-то такое другое. Разобраться, почему мы живем, как жили наши предки, наши родители, но боимся жить так, как хотим мы. То есть это такое большое осознание на этой неделе и на следующей. Заканчивать свое ретроградное движение Меркурий уже на этой неделе становится в квадратуру с Сатурном, и уже середину июля у нас ретроградный Меркурий будет в квадратуре с Сатурном, что будет у нас такое внутреннее чувство вызывать где-то даже одиночество, непонятости, где-то, что как-то у нас не так, как нам бы хотелось. При всем при этом, очень хорошая неделя эта и следующая. Закрывать свои какие-то прошлые мысли, прошлые дела, с которыми мы решили попрощаться, прошлые эмоции, отдавать долги финансовые, либо же такие ментальные, да, либо там услуга за услугу, как угодно это можно называть, да, то есть возвращать то, что нам не нужно, и таки понимать, чего же мы на самом деле хотим. Не просто так говорила сейчас про ретроградный Меркурий. Постараемся на этой неделе не ругаться с близкими. Это будет сделать крайне сложно, потому что же наши близкие — это и есть наша такая подушечка безопасности, да, наших отношений со всеми, на кого мы всегда срываемся, конечно же, на наших близких, поэтому будем бережливы к ним на этой неделе. И понедельник, пожалуй, 6 июля, Луна в знаке Рыбы, в гармоничном аспекте с ретроградным Меркурием, поэтому здесь, конечно, такой момент разобраться в своих чувствах, эмоциях. Еще Луна в квадратуре с Лилит, которая в знаке Стрельца. Это всегда страх нашего успеха, страх там отсутствия реализации или же наоборот боязни своей реализации, потому что многие боятся своего успеха, не знают, что с этим просто делать, потому что придется поменять свой круг общения, знакомств. И у большинства так на самом деле получается, потому что новая жизнь занимает совершенно другие интересы, и так получается, что меняется окружение. Не всю неделю, пока Марс в Близнецах у нас в соединении с Ураном, это будет момент смены отношений, смены окружения. Это постоянно нас будут подталкивать в какие-то новые круги, новые знакомства, да. И вот здесь как раз-таки понедельник, день для своей какой-то рефлексии, день для знакомств, между прочим, для новых знакомств, день поговорить по душам с приятными знакомыми, с друзьями, день для того, чтобы нацелить такой масштаб на свое будущее, потому что следом у нас вторник, очень заряженный день, где Луна у нас будет уже в знаке Овна, в соединении с Нептуном, который 7 июля уходит в ретроградное движение, и в соединении с Сатурном, который в квадратуре с Солнцем. Это продуктивность, действие, масштаб своей личности. При всем при этом гармоничный аспект еще с Юпитером, с Ураном и с Плутоном. То есть вторник вообще, в принципе, заряженный день. И мы в понедельник все будем это очень сильно чувствовать, что события, которые будут складываться в мире и в нашей жизни, будут способствовать нас к развитию. У кого-то к переезду, к улучшению качества своей жизни из неблагоприятного района города в благоприятный. То есть у кого-то резко пойдет вот так вот в финансы, либо в плюс, либо в минус. И здесь, дорогие, просто нужно таки понимать, куда же вы все-таки идете, для чего вам нужны новые образовавшиеся долги, потому что вы, наверное, без них жить не можете, либо наоборот вы решили все старое прошлое закрывать, и вторник для этого потрясающий день, для закрытия каких-то прошлых старых незакрытых дел, например, вопрос, связанный с недвижимостью, идеально. Момент отдавать долги, да, если это, например, вписаться в какой-то долг, связанный с недвижимостью, это тоже хорошая история в этот день. Вторник очень сильный, мощный, заряженный день. Плюсом еще нас с понедельника подготавливают моменты, связанные с переездом. Луна в Рыбах в гармоничном аспекте с Юпитером, в соединении с Нептуном в том числе. Это переезд, это иммиграция. А вторник еще и добивает бюрократическая история, доходит до нас, потому что когда Луна в соединении с Сатурном и Солнце в аспекте с Сатурном, это всегда вопросы бюрократии, такие сложные дела, которые мы не любим, требует от нас терпения, такой эмоциональной устойчивости, и это все так долго, рутинно. Но тем не менее, для того, чтобы все успеть во вторник,
Всегда говорю, ребят, пишем свой четкий план, потому что Луна у нас будет в знаке Овен. Если что-то будет не получаться, мы будем агрессировать. Но качественная оценка, характеристика, точнее, знака Овен, это когда мы делаем и не сдаемся. Не получилось, мы снова идем, стучим в другую дверь. Думаем, что не получилось, идем в следующую дверь. Мы не стесняемся, мы решаем свои вопросы, потому что во вторник будут находиться те самые люди, будут находиться связи, неожиданные моменты. Из-за такого единственного могу сказать, что будьте аккуратны за рулем, потому что все-таки очень много аспектов, и Луна еще находится тоже в множестве аспектов с Ураном, с Марсом. Это гармоничные аспекты, но не все справляются с большим количеством гармоничных аспектов. Это очень много энергии. Мы заряжены, мы на все отвлекаемся. И здесь просто может быть такая история аварийная на самом-то деле. Поэтому во вторник будьте аккуратными за рулем, постарайтесь планироваться, приземляться и ни в коем случае не ругаться, не портить свою репутацию, не портить свое настроение, отношения в том числе. И тогда все будет хорошо. Постарайтесь во вторник сделать как можно больше связанное с вашей жизнью. Уже перечислила все, что здесь можно делать во вторник. Стоит только перечислить, чего делать нельзя. Не ругаться с близкими, не рвать отношения, хотя соблазн будет очень велик. Мы будем чувствовать себя максимально одинокими, особенно если у нас нету плана на этот вторник, конечно же, мы будем ругаться и направо, и налево. Но постарайтесь быть максимально заняты, потому что когда у нас есть план, у нас нет времени на какие-то такие разговоры, которые могут увести нас не туда. 8 июля – это среда, Луна по-прежнему в знаке Овен, гармоничный аспект с Лилит, поэтому страхами, волнениями, переживаниями мы справимся, но Луна у нас в напряженном аспекте с ретроградным Меркурием. Это могут быть ссоры, скандалы после вчерашнего дня, каких-то невыполненных дел, или если что-то пошло не так, все-таки у нас на небе ретроградный Меркурий, не все могут правильно нас с первого раза понимать, и если где-то возникли какие-то недочеты, делать. Среда, Луна в Овне, грамотная характеристика этого знака для того, чтобы ни на кого не обижаться. Если что-то не получилось или получилось не так, как мы рассчитывали или надеялись, нужно просто сделать еще раз. Позвонить, сказать, уведомить, сделать еще раз, постараться. И все будет отлично. Овен делает до тех пор, пока не получится и придет внутреннее вот это удовольствие. Окей, все классно, идем дальше. 9 июля, это у нас четверг, Луна уже в знаке Телец, но при всем при этом в квадратуре с Плутоном и в квадратуре с Юпитером. И да, это день, когда нам хочется много, когда если мы что-то не сделали, нам хочется кричать, ругаться, злиться, когда нам хочется еще больше, чем у нас есть. Опять же, план четко, продуктивно, потому что когда Луна в знаке Тельца, только продуктивность, даже где-то медленно, даже где-то не так быстро, ловко, как хотелось, но тем не менее постарайтесь не испортить себе репутацию, потому что Луна в квадратуре с Юпитером, особенно тот, который во Льве, хочется всего сразу, резко, быстро, и если с первого раза не получилось, мы начинаем злиться. Нет, при всем при этом Луна в квадратуре с Плутоном – это очень хороший аспект для такого шикарного эмоционального интеллекта. Это аспект выживания. И понимайте, что если в четверг у вас что-то не получилось, просто запаситесь терпением, потому что Луна в квадратуре с Плутоном – это тот аспект, который умеет спокойно ждать. Бросок кобры мы сделаем в пятницу. И пятница абсолютно шикарный день, потрясающий для этого день. Луна в знаке Телец. То есть если у вас не получается сделать что-то в четверг, напряженные аспекты у кого-то дают очень много противоречий, отнимают очень много сил, поэтому тогда перенесите спокойно на пятницу. А в пятницу у нас Луна в Тельце, продуктивность, при всем при этом гармоничный аспект с Солнцем и с ретроградным Меркурием. Мы договоримся, сделаем и доделаем там, где не получилось в четверг. Свяжемся с нужными людьми, решим все те вопросы, которые не получалось решить. То есть день очень хорош для переговоров, день очень хорош
для того, чтобы говорить о своих деньгах, о своих финансах, для того, чтобы говорить со своими близкими, решать какие-то там вопросы, связанные с деньгами, связанные с недвижимостью, в том числе связанные со своей жизнью. Также пятница очень хороший день для знакомства, для свиданий, для романтических встреч. Можно даже встретить того самого нужного, классного, потрясающего человека, с кем вы захотите потом связать свою жизнь, с которым вы захотите очень много интересных, классных, потрясающих событий выстроить. И да, следом у нас идет суббота, 11 июля. Здесь есть как и гармония, как и напряжение. Всю неделю у нас были аспекты Венера в квадратуре с Ураном, с Марсом. И здесь у нас Луна еще присоединилась к Марсу с Ураном, когда хочется на самом-то деле. Вот это будет двоякое такое чувство. Вообще, в принципе, день хорош для больших каких-то мероприятий, для поездок, путешествий, для иммиграции тоже, для переездов, для больших шумных компаний, отпуска, куда-то поехать, но при всем при этом в пятницу, если вы помните, у нас Венера перешла в знак Девы, когда нужно четко планировать финансы, быть где-то материалистом, везде, вообще на ближайший месяц будьте максимально везде материалистами. Вот четко прям считайте свои деньги и не тратьте на глупости, на какие-то мелочи, о которых потом можно будет сожалеть, по крайней мере в финансах. В отношениях тоже понимаете, что если вы встретили человека, который, неважно, мужчина это или женщина, который вот такой весь веселый, позитивный, такой любит тусоваться. Естественно, с этим человеком будет сложно построить, например, родить детей, отношения, если вы тоже не такой человек, который вы любите в тусовках делать все. Потому что есть люди, которые более приземленные, есть те, которые более воздушные, огненные. Естественно, смесь знаков мы не просто наше Солнце, Луна и Венера и Марс. У нас большая комбинация знаков в натальной карте. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому здесь четко, продуктивно проходите к выбору отношений. То есть присмотритесь, будьте внимательны, не рубите сгоряча в этот день. И, конечно же, если в ваш день вы в субботу, 11 июля, запланируете поездки, переезды, какие-то мероприятия важные, выставки, форумы, очень хороший для этого день, какие-то собрания, пополняйте свою книжечку полезными знакомствами. Очень классный день. Очень классный день, чтобы порефлексировать. Уже ретроградный Меркурий соединяется в соединении с Солнцем и становится в квадратуру с Сатурном, то есть здесь четкость и приземленность. И буквально через несколько дней, 14 июля, у нас новолуние в Раке. Новолуние в Раке. И что мы будем делать? Мы будем двигаться максимально четко, реалистично вперед с нашим таким интересным мнением. И да, 12 июля Луна у нас в знаке Близнецы в оппозиции с Лилит. О чем здесь? Свои страхи, волнения, переживания по поводу изменений в своей жизни, нечто новое приходит в нашу жизнь по чуть-чуть, и нам, конечно же, страшно отпускать прошлое, старое, страшно идти в новое, немножечко страшно двигаться либо к успеху, либо понимать, что успех нам вообще никогда не снится и даже где-то далеко не видится, да. Поэтому здесь постарайтесь быть максимально реалистичны в своей жизни, потому что последние денечки убывающей Луны все-таки эмоции уже так немножечко подходят к нулю. И да, с 12 июля у нас точная оппозиция Юпитера с Плутоном. При всем при этом очень множество аспектов, гармоничных аспектов с высшими планетами, с Ураном, с Нептуном у нас есть. И это большая такая почва для реализации нашей деятельности, нашего развития, нашего будущего в том числе, да, нашей яркости, проявленности, расширения масштаба нашей личности, нашей семьи, нашей профессии, наших желаний вообще в принципе. Вспоминайте, дорогие, на этой неделе, кем мы хотим стать, когда вырастем. Потому что очень часто мы всегда в череде вот таких больших дел себя куда-то убираем, а когда время будет. Вот здесь очень важно на этой неделе, которая будет следующей,
понять, чего же мы на самом-то деле хотим, вот пока у нас ретроградный Меркурий на небе до 23 июля, на чего же мы хотим от своей жизни, и начинать по чуть-чуть это делать, вот хоть каждый день маленькую-маленькую, но по чуть-чуть. А вообще на самом-то деле неделя заряженная, здесь бы не по чуть-чуть, а семимильными шагами, согласно своему плану, действовать вперед. Вот такая неделя. Естественно, это общий гороскоп. У кого есть вопросы, оставляйте в комментариях, пишите свою дату, время, место рождения и вопрос. Я в режиме свободного времени на них постараюсь ответить. И спасибо, что досмотрели это видео до конца. Увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.